Здравствуйте все! Я рада, что сегодня есть те, кто сумел прорваться, есть те, кто еще пишет в чате, что не может войти, но будем надеяться, что нас с вами станет больше. Поставьте плюсики, что вы меня слышите, видите. Добрый вечер всем еще раз. Я жду каких-нибудь значков. Да, вот Людмила уже ставит, что видит. И спасибо, Елена. Спасибо, что у кого-то хорошее качество. Спасибо, что вы здесь и смогли сегодня прорваться вот по той ссылке, которая у многих зависла и никак не разблокируется в связи с теми проблемами, которые возникли на платформе InWeb. И сегодня мы с вами продолжаем наши вебинары, которые включены в интенсив. Интенсив будет называется уже «Маршрут жизни». И мы с вами в прошлый раз разбирали причины поражений. Кого-то не было, кто-то был и что-то, может быть, недопонял или, может быть, подзабыл. Поэтому сейчас я очень коротко пробегусь по слайдам и напомню, что у нас вот там было на этом вебинаре. Ой, что я вам говорю, в прошлый раз у нас был вебинар, он назывался иначе, но тем не менее мы сегодня его маленечко буквально вспомним. Я говорила о том, что существует такая вот возрастная периодизация, и самое главное для нас – то, что было важным для нашего понимания, для того, чтобы быть успешными, для того, чтобы прийти к какому-то результату, сделать квантовый скачок, о котором мы говорим, о котором сейчас вообще все говорят, так хочется нам, это возрастная периодизация. И первый период от 0 до 1,5 лет, где формируется чувство доверия. Я говорила вам о том, что чувство доверия формируется тогда. Виктория, перезайдите, и все будет в порядке. Звука нет. Напишите кто-нибудь, чтобы она перезашла, чтобы я не отвлекалась. И я очень попрошу, если вот какие-то у людей нюансы, а вы слышите и видите, то будьте добры между собой вот там кидайте какие-то такие советы, кто уже бывалый. Я вернусь сюда. Чувство доверия формируется тогда, когда мама носит малыша на руках, тогда, когда приходят к нам какие-то гости, да, и вдруг они не вовремя, и мама не хочет, не желает вот того, чтобы малыш сейчас вот его как-то вот мир был нарушен, что есть какие-то более важные моменты, как то уложить спать или там приготовить кушать. И в этот момент пришли, это не важно, кто пришел, родители, свекровь, муж там в каком-то вот таком состоянии, не очень нужном нам, и в этот момент мама испытывает некомфортные такие вот свои эмоции. Ребенок это чувствует, и, естественно, ему не нравится. Вы все помните такую ситуацию, когда малыш, его зовут на руки, говорит, иди ко мне, я тебя вот тут вот люблю, хочу потютюкать, потому что ты сегодня кукла для меня. И малыш отворачивается к маме, берет ее за шейку и вот туда куда-то прячется, там волосы или там еще куда-то, вот, ну, лишь бы не видеть. Вот здесь формируется доверие или недоверие. Но следующий момент, мы переходим к возрастной периодизации, которая, ну, вот такая более удобная для понимания уже взрослых состояний, тех, которые мы проживаем. И начинается он с полуцикла, вообще вот эта периодизация по Ковалеву, она начинается с полуцикла от 0 до 6 лет, где вот досоциальный такой период, когда ребенок больше там находится в семье, и даже если он ходит в детский сад, то большую роль играет семья в этот момент. Затем с 6 до 18 лет идет первичная социализация, когда ребенок уже начинает понимать, что есть какие-то учителя, и они становятся гуру, нужно их слушать, и вы знаете, кто вот помнит такие моменты, поставьте плюсики, когда, может быть, у кого-то дети, а может быть, вы сами говорили, а Мария Ивановна сказала вот так.
и никак иначе, я тебя слушать не буду. Надо вот так писать там или вот так считать. Вот в этот момент на первый план выходят другие люди, которые нас сопровождают, и, естественно, они для нас важны. Здесь происходит социализация. Потом приходят тренеры разные, ну, в общем, множество тех людей, которые окружают нас, и они тоже важны. И вот здесь вот происходит вот такая социализация. То есть тогда, когда мы начинаем понимать, что есть социум, который нас окружает, и который очень значим для нас. Затем с 18 до 30 – это период основной социализации, тогда, когда мы что-то предпринимаем, учимся, там, пробуем работать, да, выходим замуж, женимся, то есть создаем семьи. И вот здесь вот в самом деле социум, он расширяется, увеличивается, куда-то мы едем, меняем место жительства, то есть у нас вот огромное количество событий. В этот период самое главное для нас – это новые знания, потому что в школе было важно, мы жили как в инкубаторе, в котором нас ростили, и все, вот там кружки, секции, все это под присмотром. На самом деле это просто вот та первичная социализация, не более того. Если вы думаете, что в этом возрасте мы набираем огромное количество информации, которая нам будет нужна, вы ошибаетесь, и потому что вот я, например, совершенно нормально обхожусь без знаний физики и химии, да, ну какие-то там есть первичные, сегодня говорим о кванте, и вот у меня какое-то свое представление есть. Очень много информации, которая мне оказалась не нужна. Это для того, чтобы вырастить ребенка в том инкубаторе, и все. Он возьмет для себя потом то, что нужно будет. Следующий период – это период от 30 до 42 лет. Это период достижений и проблем. Это самый проблемный период во взрослой жизни. Это пик карьеры. Здесь нужно успеть все. Создать там бизнес, построить карьеру, заработать много денег, родить, вырастить детей. То есть вот такой вот прямо насыщенный период, он очень важный. И я всегда удивляюсь, когда работодатели ищут людей вот в этом промежутке времени. На самом деле здесь настолько загруженный человек, он настолько загружен своими семейными проблемами, детьми, которые растут, что, в общем-то, совмещать бывает сложно. Это нужно быть, все-таки иметь очень такие серьезные личностные качества, нужно иметь интеллектуальные способности. То есть, вот здесь важно для того, чтобы построить карьеру и быть профессионалом, там, классным специалистом. Затем с 42 до 54 лет – это период возвращения к себе. Его еще называют ревущий сороковник. Здесь человек должен понять, а кто я? Вот до этого в 30 до 42 лет было важно все, и были важны роли. То есть я должна быть и любовницей для мужа, я должна быть его женой, я должна быть матерью для его детей, я должна быть каким-то там специалистом классным, да, где я работаю. Очень много требований предъявляет социум в этот период жизни. И после 42, когда дети выросли, когда уже, по сути, в карьере сделано очень много, когда работодатели начинают рассматривать других уже претендентов на ваше возможное место. И вот в этот период приходит мысль, а где я? А кто я? А когда я? В конце концов, человек начинает понимать, что «а я-то потерялся, меня-то нет, есть все вокруг, но нет меня». И неизбежные эти состояния, неважно, есть у вас дети, нет у вас детей, этот вопрос, он все равно возникает. И этот период мы либо начинаем заполнять все тем же карьерным ростом, успехом, что-то там вот предпринимать, делать, либо мы начинаем
искать, а что же мне-то интересно? А может быть, у меня есть какие-то хобби? Они вообще у меня могут быть? Я вообще могу создать себе какое-то место в доме, иметь отдельную комнату, что-то еще там вот делать, я не знаю, заниматься каким-то творчеством и так далее. И вот этот весь цикл, да, 12-летние возрастные вот периоды, вот здесь вы заметили, да, они 12-летние, первый полуцикл, а потом 12-летние идут. И сейчас еще раз обратите внимание, где вы находитесь, в каком периоде вы находитесь в своей жизни. И этот период вот здесь, на этой линии, изображен как один цикл. И это тоже очень важно. В каждом 12-летнем цикле есть 3 периода. Все они по 4 года. Первые 4 года – это понижение идет, понижение всего того, что в нашей жизни происходит, какой такой спад. Может быть, даже здесь могут быть какие-то болезни возникать, что-то там вот происходить не очень удачное, может быть, какие-то конфликты и так далее. Обратите внимание, вы где? Где вы находитесь? Второй период – это период стабильности. То есть тогда, когда уже вот это понижение состоялось, то есть идет у нас понижение, потом мы на какой-то вот кажется, что все остановилось, слава богу, хуже нет. Вот у нас так все ровненько, и, мы начинаем выздоравливать, там что-то у нас там происходит, в работе какое-то такое затишье. То есть такой лабильный период, когда вы просто, в тишине. Латентный, простите. Вот когда вы встали и на одном таком вот замороженном состоянии. И следующие 4 года – это повышение, это выход. Сейчас посмотрите и вспомните, кто на каком этапе жизни своей находится. Все наши вебинары будут направлены на то, чтобы понять, где мы и откуда мы начинаем двигаться. Обратите на это внимание. Что у вас сейчас? Естественно, встает вопрос, что делать, да? Это понять, что что-то кончилось. Ответить себе на вопрос, а когда кончилось, а когда то, что закончилось, началось. Когда был такой период, предпериод. Когда началось то, к чему мы сейчас пришли. 2 года, 3 года назад. Что вы сделали для этого? В чем была проблема? Отметьте, в чем было содержание этого этапа. Что вы тогда делали? Учили детей, воспитывали, зарабатывали квартиры, машины, как-то развивались. Чем вы занимались? Соответствовало ли это тому возрастному периоду и тем задачам, которые вообще у нас предназначены быть в жизни? Ответьте себе на вопрос, чему научил вас этот период. Что-то написала безграмотно, только сейчас увидела. В чем ценность того, что вы получили? И даже если вам кажется, что это негативный какой-то опыт, негативный результат, то в любом случае у вас есть понимание того, где вы, чего у вас там произошло, где вы оказались в результате. И уже исходя из этого мы начинаем определять задачи следующих этапов нашей жизни. В любом цикле, в 12-летнем цикле, в любом, мы решаем 5 вопросов. Что нам иметь нужно или что мы имеем? Чего мы хотим иметь? Допустим, сейчас весна, все ли имеют сапоги? Нужно ли вам их купить? Что вам нужно для этого сделать? Как минимум добыть где-то денег или пойти сразу, если они у вас есть, купить сапоги. Что вам нужно знать? Вам нужно знать, куда пойти, в какой магазин пойти, какую обувь купить, какая обувь будет качественная, да, для вас, по вашим возможностям.
И для этого вам нужно каким-то образом взаимоотноситься, строить взаимоотношения. То есть вы можете спросить, у вас должны быть такие люди, с которыми вы можете посоветоваться, с кем-то поговорить, это по поводу сапог. Может быть, вам не надо говорить, но вы пойдете в магазин, и вам придется общаться там с продавцом. И это тоже взаимоотношения. И следующий момент – это быть. В этот момент подумайте о себе. Вы купите более качественную обувь вашим детям или себе? Тут нужно очень внимательно к этому подходить. Если вы все отдадите своим детям, то завтра, возможно, вы не сможете вообще заниматься их воспитанием. И помните, что в самолете, когда мы летим, что вам говорят стюардессы? В случае каких-то нюансов оденьте сначала маску себе, потом ребенку. И совершенно не важно, вообще спасет вас эта ситуация или нет. Но самое главное, если вы не сможете спастись, вы не можете оказать помощь своему ребенку. Точно так же в жизни. Поэтому здесь Людмила пишет правильно и себе, и детям, да. И вот здесь такая сложная матрица, о которой я вам говорила, по поводу которой я просила вас поставить и определить, на каком этапе вашего развития вашего сознания вы находитесь. Первый этап – это эго. Наше эго надо питать. Скажите мне, пожалуйста, кому из вас приятно, когда вам говорят комплименты? Поставьте плюсики, кому приятно, вот когда вам говорят, какие вы молодцы, как вы здорово все делаете. Да, вот и Аня тут вот так считает. Людмила вообще вот рада так, когда ей говорят комплименты, какая ты красавица, какая ты молодец, какая ты бизнес-леди, как все у тебя здорово получается, ах, как ты вкусно готовишь, я так никогда не смогу приготовить, потому что ну, ты такие вкусняшки неописуемые. Да, Юлиана, когда читают твои стихи и пишут тебе прекрасные отзывы, это так здорово. И в этом состоянии, когда он для нас, эго наше, вот важно, чтобы оно было напитано, да, это первый уровень, самый первый, но он важен для нас. И здесь для нас важны ощущения. Ощущения – это то, что у нас в теле. Это то, как мы себя ощущаем. Вот там у нас головная боль какая-то, мы придаем ей значение, она для нас болит, вот у нас голова болит, невозможно. Мы страдаем от этой боли. А вот когда мы говорим о 4-м уровне или о 3-м с переходом на 4-й, то мы говорим о том, что мы кайф испытываем от того, что у нас болит, мы что-то там проживаем. Это 4-й уровень. А тогда, когда нам так больно, что хочется выпить таблеточку, когда нам так больно, что хочется что-то вот предпринять, чтобы избавиться от этой боли, это 1-й уровень. Когда мы хотим есть, и мы себя насыщаем этой едой, когда мы берем сигарету и курим, когда мы выпиваем алкоголь, это ощущение, и это 1-й уровень. Это тогда, когда минимум потребностей, да, у меня это есть. Я лучше полежу на диване, чем я поеду за границу отдыхать. Я хочу так. Это тогда, когда есть правила и принципы. Я не отступлю от своих принципов. И те, кто был у меня, играл в игру «Путешествие в страну изобилия», такая есть настольная игра, да, и там есть такой замечательный пунктик, в котором нужно решить, а на что я согласен за деньги, что я могу сделать за деньги. И вот здесь-то возникает вопрос, а я очень мало могу сделать за большие деньги. Очень. И в этом живет в основном наше государство, в котором мы с вами пребываем, Россия. В основном люди живут вот в таком
на таком уровне сознания. Следующий момент, следующий уровень нашего сознания – это второй уровень, на котором важны уже личностные качества, наши там принципиальности всякие, да, там что-то еще, нормы морали и нравственности, они тоже важны. Важны наши способности интеллектуальные, это логика, доказательства, какие-то нам важны факты, события. Мы будем очень много делать, здесь важна такая деятельность, вот активная, то есть готовы работать, еще раз работать для того, чтобы было много денег. Здесь очень важна выгода. И человек готов работать либо, допустим, днем и ночью с лопатой, либо он будет работать головой, но он будет работать, а для него это важно. Важно заработать эти деньги, неважно каким путем. Обратите внимание, здесь неважно каким путем заработать. Я согласен здесь на все. Деньги здесь для меня не пахнут. Как я их буду зарабатывать? Что я буду продавать? В каком сетевом бизнесе я буду участвовать? Даже если я сама не ем, не пью, не мажусь, я буду говорить, что это супер, это кайф, это здорово. Берите, ребята, и у вас все вообще получится. Вы помолодеете завтра же, вы постройнеете сегодня уже в ночь и так далее. То есть, понимаете, вот это здесь. Это все на втором уровне. Деньги на втором уровне, которые можно заработать. Те деньги, которые не пахнут. Так живет США. Откуда у нас сетевой бизнес пришел в Россию, кто знает? Да, ничего не могу сделать за деньги. Кто знает, откуда у нас сетевой бизнес? Скажите кто-нибудь. Америка к нам пришла с сетевым бизнесом. Это их прерогатива. Прерогатива продаж, построения сети и зарабатывания денег. Это здорово. Это позитивная психология, в которой только логика. Я сегодня буду улыбаться, я сегодня буду говорить, потому что мне нужно продать. Я сегодня буду строить сеть, я буду убеждать и строить убеждения свои на доказательствах, на фактах. Все, абсолютно все выздоровели, вылечились, съели, постройнели и так далее. Вот. Здесь важны факты и события. Третий уровень, на котором мы можем находиться, это индивидуальность. Вот здесь я отличаюсь от других. Вот здесь я не такая, как все. Вот именно здесь очень важно понять, что настолько мы индивидуальны, что, к сожалению, не получается так, как говорят все. И я не буду делать так, как говорят все. Я буду делать так, как я желаю, основываясь на своих чувствах, на своих мыслях, на своих собственных ощущениях, на восприятии. Но для меня тоже важен разум, который строится на втором уровне развития. Мы далеки от того, чтобы позволить себе думать только сердцем, чувствовать это сердце, понимать его. Мы очень далеки. Скажите мне, кто из вас может положиться на свою интуицию абсолютно всегда? Поставьте плюсики, есть такие? Вот круглосуточно. А скажите мне, кому это трудно? Кто из тех, кто подождал, вот сердце мое подсказывает, а я сделаю так, как мне логика подсказывает. Вот кто из этих? Поставьте единичку. Да, Татьяна.
Конечно, нам очень сложно, нам надо здесь и сейчас. Чего мы будем ждать, когда нам сердце подскажет? А еще нам со второго уровня наш ум говорит, да ты что вообще, когда ты будешь ждать-то? Что тебе там сердце сказала? Может, оно тебя обмануло? А может, это вообще было не сердце, а там что-то застучало, и я так подумал, да? А еще у нас есть принципы. И мы подумаем, что, ну, что там, понятно, интуиция интуицией, но я же человеку пообещал, и я должен сделать. И не важно, что этому человеку вообще уже сейчас-то не нужен, но я буду делать. На третьем уровне важна специализация. Вот если до этого, неважно, что вы делаете, важно много всего, и чтобы было это оплачено. То есть я готова, я когда работала в школе, был такой период в моей жизни, когда я работала в школе, и все преподаватели могли преподавать все предметы. Вообще запросто. И завуч приходила, допустим, ко мне и говорила, слушай, иди сходи физику там попреподавай. А я вообще не в зуб ногой. Как я туда пойду? Я не пойду туда. Но находились другие специалисты, литераторы, иностранцы, которые шли и преподавали эту физику. Да, а что не преподавать? Тебе же оплатят это. Да? Это дополнительные часы. Ну и ладно, какая разница. Сказали идти там еще куда-то, что-то поделать, да, нам это оплатят, и мы идем. Вот это второй уровень, когда мы зарабатываем. А на третьем я не пойду, я скажу, я специалист в своей области. Простите, извините, я там не буду ничего делать, вот для меня важно вот это. Важно то, чем я занимаюсь, то, что мне интересно, и то, что я люблю делать. И это приносит мне удовольствие. Я кайфую просто. Я получаю огромное удовольствие, работая с клиентами. За каким чертом я пойду куда-то? Зачем я пойду продавать, если я не умею продавать? Здесь важны чувства и ценности уже свои собственные. Это третий уровень, это когда у нас простроены взаимоотношения, когда мы взаимоотносимся с окружением очень комфортно для нас и для них, когда мы свободны от привязанности к своему близкому человеку. То есть мы свободны, мы можем находиться рядом, но это прекрасное внутреннее чувство свободы. Когда мы не сидим и не ждем круглосуточно, не думаем, а где он там, а что он там, да, его жизнью живем. Мы сейчас живем своей жизнью. Когда у нас взрослые дети, они проживают свою жизнь, а мы занимаемся своей. Это здорово. Встретились на семейных праздниках, на каких-то мероприятиях, ну, какие-то есть традиции, да, этого достаточно. Здесь на третьем уровне важна и преобладает уже подлинная жертвенная любовь. И в этом живет Западная Европа. Для них все вот так вот хорошо. И четвертый уровень тогда такой, на котором выходит уже наша сущность, понимание, душа. Когда у нас интуиция развита, когда мы созерцаем, когда мы можем наблюдать за тем, что происходит с нами, за тем, что происходит с окружающими. Это очень высокий уровень созерцания, уровень того состояния, это, как правило, пробуждение, просветление. И совсем недавно, когда я общалась с человеком, который тоже из Университета Единства, здесь есть, я знаю тех, кто знает про Университет Единства, и недавно я общалась с тренером, которому задала вот эти вопросы, что такое проживать эмоцию. И он очень ясно и подробно объяснил. Казалось бы, проживать эмоцию – это видеть, как ты конфликтуешь, как ты там завелся уже, да, или как ты кого-то заподозрил, как ты уже начинаешь там махать кулаками, воспитывать детей, шлепать их по попе и что-то еще делать. Сейчас, Наташа, отвечу. И самое главное, что созерцание и проживание эмоций
Это тогда, когда вы успели понять между вашим нормальным состоянием, когда вы еще не понимаете, что у вас происходит, и до проявления вот этой вот эмоции, допустим, ну, раздражения, гнева, допустим, да, такая сильная эмоция, проходит время определенное. То есть сначала вы начинаете ощущать, что «О, мне сказали гадость, я обиделся». Вы понимаете это, то есть вы могли покраснеть в этот момент, у вас какие-то там еще проявления, у вас что-то там в животе, может быть, напряглось. Ну, то есть вы чувствуете всегда этот промежуток. И потом вы начинаете расходиться, да, и пошла эмоция у вас. Так вот тогда, когда вы ловите себя вот в этот промежуточек, погружаетесь в свои ощущения, а где у меня эта эмоция? А где у меня этот гнев, который сейчас полезет уже? А где у меня обида, вследствие чего я сейчас начну высказывать какой-то хороший? И вот когда вы погружаетесь в себя, опуская вот так глазки вниз, вы погружаетесь в свои ощущения и начинаете проживать там, что там происходит с этой эмоцией. Она где у меня? Она у меня в середине живота, она у меня где-то там в районе пупка, а может быть, у меня сейчас руки похолодели, а может быть, еще что-то здесь произошло со мной. И вы погружаетесь в это. И пока вы погружаетесь, ваши эмоции уже, вам нет необходимости ее выражать. Вы ее проживаете. Но тогда же, когда вы всем сказали, какие они плохие, да, рассказали, и думаете, что вы прожили эту эмоцию, да нет. Вы через некоторое время снова вернетесь и снова будете говорить гадости в такой же ситуации. Так вот, на 4 уровне этого нет. И даже если вы что-то там говорите, то вы умудрились это прожить, посозерцать, и потом в своем трезвом состоянии вы можете уже что-то человеку сказать, если в этом будет необходимость. Это минимальные сложности совершенно. Здесь нет никаких сложностей. Здесь познается мир, здесь познаются законы Вселенной, здесь идеи возможности, творчество и свободная воля. Я желаю делать то, что я желаю, я это делаю. Это кайф. И также вот представители Индии и Китая. Сейчас, да, в разных ситуациях, во всех уровнях. У нас что-то преобладает, Люда. У нас что-то преобладает, и сказать, что во всех уровнях, ну, я бы так не сказала. Давайте будем честными самими собой, потому что то, что мы называем чувствами, то, что мы называем проявлением эмоций, если это какие-то истерики, какие-то вот там вот когда все на лице у нас, когда мы вот так вот громко говорим, когда мы жестикулируем, когда мы там чего-то доказываем, это не есть понимание своих чувств. Это выражение эмоций, которые пошли сразу от ощущения. Мы испытали страх, и мы всем кричим: «Ах, я боюсь, какой ужас, какой кошмар» и так далее. Давайте будем с вами честными. Я понимаю, да, Людмила, запись будет. Я понимаю, что хочется нам быть там повыше. Ну, хочется. И я также хочу, как вы. И хочется так подумать, что я лучше, чем я есть на самом деле. Но если мы это думаем о себе, то мы никогда не придем к нашим целям, к нашим результатам. Почему? Потому что мы можем двигаться только тогда, когда понимаем, что нам не плохо, а очень плохо. Вот только тогда мы что-то будем делать. А когда просто плохо, но при этом у нас еще что-то там есть, то, ну, как бы можно вот жить. Вы пойдете в магазин, вот вы туда очень не хотите идти, да, но у вас, и смотрите так, у вас, ну, не очень большой набор продуктов, но вам не хочется идти в магазин, вы туда пойдете?
Не пойдете. Зачем туда идти? Вы сегодня можете покушать, потому что вам не хочется туда идти. Ну, вы знаете, что надо. Не пойдете. Так, Наташа, третьему уровню характерна минимальность важности мнения у других о тебе. Да, здесь, в принципе, есть же любовь, и вы принимаете людей такими, какие они есть. Соответственно, вы принимаете себя на самом деле. И все другие отражают вам вашу любовь к себе и к ним. Вам не надо задумываться об этом, о мнении других о вас. А вот на втором уровне важно, почему американцы все улыбаются. Для того, чтобы быть очаровательными, чтобы быть доброжелательными, чтобы продавать, для того, чтобы все в жизни было окей. Вот. А если я так не буду делать, то я ничего не продам, то вообще будет что попало. Итак, сегодня мы переходим к следующему моменту и начинаем говорить о том, а что же создает вот такие поражения в нашей жизни. Мы же что-то хотим на самом деле, да? Мы хотим развиваться, мы хотим двигаться, мы желаем, чтобы у нас было достаточно денег, чтобы мы помогали своим детям, чтобы мы были значимыми какими-то в обществе или получали просто удовольствие от жизни. И вдруг этого не происходит. Мы куда-то идем. Мы идем в сетевой бизнес для того, чтобы заработать пассивный доход. Поставьте плюсики, поставьте единички, кто из вас пробовал какой-нибудь бизнес. Поставьте, я сделаю глоток воды и подожду. Вот какую-нибудь сеть. Вот, многие попробовали. Все здорово, я тоже. Да, вот, я тоже как-то даже пробовала. Что-то приобрести, ничего не продала, только сеть не построила. Так вот, почему не получается? Почему не получается нам поменять работу и найти ту, которую мы желаем? Чтобы, допустим, у нас был доход, например, 30 тысяч, да, а мы желаем получать там 60-100 тысяч, там больше в месяц доход. Почему не получается-то? И вот здесь я хочу вам представить для начала такую формулу результативности. Их очень много всяких разных. Про намерения, там, про то, про сё. Вот. Но задаваясь вопросом, а почему у одного человека получается, все остальные пурхаются? Вот меня, например, это очень беспокоило. Почему я не могу, да, у меня образование, там, у меня опыт там, жизненный, у меня стаж работы, я умею общаться с людьми, а почему мне не получается? И вот здесь вот я нашла такую формулу результативности, когда результат равен мотивация, помноженная на способности и помноженная на условия. Смотрите, что здесь происходит. Когда мы говорим о мотивации, то надо помнить, что когда у нас есть готовность, это еще не мотивация. Ну вот просто вот мы готовы, да, такие, ну что-то там предпринять, пойти в сетевой бизнес. Все здорово, такая я готовая, сижу, да, мне нужны деньги, но жизнь меня не поставила в такие условия, когда у меня есть только вот эта единственная возможность, и нет больше ничего. Дома пустой холодильник, ничего абсолютно нет, никакой мебели, спать мне не на чем, постели у меня нет, и вообще ночевать мне негде. Но у меня есть какой-то проспект какой-то сетевой компании.
я хочу жрать. И вот только тогда я пойду что-нибудь начну делать, может быть. Для этого еще нужны некоторые способности, да? Способности как физиологические, возможность вообще куда-то пойти и говорить. То есть мы должны как-то общаться, коммуницировать. И для этого должны быть подходящие условия. То есть по меньшей мере вам нужно умыться, причесаться и пойти вообще что-то продавать, да, предлагать. Так, чтобы вы вызвали доверие. Вот если очень-очень вы желаете выбраться из этого, возможно, вы что-то сделаете. Если вы, вам дадут там еще кусочек хлеба, или, может быть, вы напросите денег у кого-то на сегодня, на завтра, на попрошайничаете, покушаете, тогда да, тогда вы просто опуститесь на другой уровень и будете там, находиться в этом состоянии. Но вам же хочется вырасти. И вот здесь вот важна мотивация. А если у вас есть квартира, в которой вы живете, что это вы пойдете продавать? Не пойдете. А если у вас есть какой-то там доход, у кого-то минимальный в виде пенсии, а у кого-то, допустим, еще какие-то, да, есть там возможности. Он еще подрабатывает где-то. А если у вас доход 150-200 тысяч, какого черта вы пойдете заниматься сетевым маркетингом? Вы посчитаете, подумаете, я вот здесь хожу на работу за дня в день и получаю зарплату. Я там могу посидеть сегодня, схалтурить, а завтра поработать, распределить свое время. Кто согласен со мной, скажите, что можно и так. Ничего не делать. Помните из прошлого вебинара тот анекдот, ту притчу про лягушку, да, которая лягушка сидит в канаве. Вернее, пошли лягушки погулять, одна из них попала в колею. Застряла там, достаточно вот такая глубокая колея. А эти пошли, бросили. Так вообще в жизни происходит. Застрял ты там, досиди в этой колее. И вдруг в какой-то момент лягушка догоняет. И эти ее подружки говорят: о, ты ж попала в колею, то есть как выбралась-то? Она говорит: да невозможно выбраться, да, я знаю, что невозможно. Но тут я увидела грузовик. Так вот, мотивация возможна тогда, когда на вас едет грузовик. Вот тогда это важно. Скажите мне, кому понятно все то, что я сейчас сказала. Поставьте единички. Поставьте единички, пожалуйста. Ребята, если меня слышите, то я опять, похоже, вас не слышу. Не вижу. О, увидела. Да. Итак, мы с вами продолжим. Так, у меня, видимо, что-то опять нюансик такой. Я сейчас выйду и зайду снова. Я здесь. Вы меня слышите? Поставьте плюсики, кто меня слышит и видит. Угу. Все нормально. Так вот, существуют формы беспомощности. Такие. Первое, как ничего не делание. Да, это мы не знаем, что делать, и вроде как и ничего не будем делать, просто потому что мы не знаем, что делать.
В эту форму ничего не делания входят вот такие понимания, как депрессивное состояние, когда человек ложится, да, лежит. То есть он в такой проблеме живет, эта проблема нагрузилась, он на себя страхами вот этими окружил, и он говорит, я не знаю, что делать, я не знаю вообще выхода, нет никакого, и он лежит. Лежит, сидит, ну там перемещается, его посещают какие-то мысли, может вообще как бы уйти из жизни, и он начинает так вот страдать и всем говорить, но при этом он ничего не делает, ничего. Следующий момент, смотрите, это сверхадаптация. Вот это тоже беспомощность. Почему? И вы знаете, таких людей, это вечные такие вот хлопотуны, хлопотушки за счастье других. Встречали таких или за собой наблюдали? Вот я сейчас думаю о том, как было бы плохо кому-то, и я ему помогу, потому что у него-то хуже, чем у меня. И мы их прям находим. Мы их прям находим, потому что вот им нужно помочь, их нужно поддержать, и мы хлопочем. У меня много таких знакомых, которые мне звонят и говорят, слушай, вот у меня там какая-то племянница по 7-му колену, она там разошлась, вот давай-ка надо как-то сделать, давай с тобой придумаем, как ее привлечь на твою терапию, чтобы она прошла, я даже заплачу, оплачу, и самое главное, это чтобы она дошла до твоего офиса. Ну, это вот такие проявления. Другие проявления. Одна у меня есть такая, которая бежала в 90-е годы. Она вообще любительница очень была таких моментов. Она бежала, увидела очередь. Что продают? Продают перец. Ну, это черный перец молотый. А его чуть не было. Я, например, даже не замечала и не страдала, но она покупает перец на всех, так человек на 10 граммов по 500 перца. И приносит мне, говорит, слушай, я перец добыла, вот я тут постояла в очереди, перец добыла. Потом, когда она бежала, увидела, продают гитары. Она сочла, что у моего мужа гитара не очень, надо купить такую гитару. Она ее отложила, прибежала к нам, телефона уже не было, прибежала к нам, сказала, слушай, моему мужу, иди, покупай гитару, я тебе там отложила ее. Вот это вот такие люди, которые стараются всем помочь. Тем самым они просто-напросто уходят от решения своих проблем. Потому что в своих проблемах они беспомощны. Они не могут помочь своим детям, они не могут их заставить пойти к психологу, даже если они оплатят. Они не знают вообще, как с ними быть. И поэтому они начинают помогать другим людям, которые их окружают. Следующая форма беспомощности – это ажитация. Такое вот матершинное слово. По-другому это сильное эмоциональное возбуждение, которое наполняется у нас тревогой, страхом, какими-то такими острыми такими моментами, которые дают выброс адреналина. Ажитация от слова ажиотаж. То есть это те люди, которые ходят на пикеты, на собрания, где все вместе, где покричать. Это те люди, которые смотрят у нас передачки Малахова Андрея, вот которые там пусть говорят, да, они сидят дома и тоже там, и вот они готовы выступить, они готовы сказать правду матку, и они вот там с этим народом, которые там тусуются. Это те люди, которые ходят на площади, которые делают революцию. Это вот такой народ. И у нас, кстати, такого народа очень много. Посмотрите, как у нас любят скандальные программы, насколько они пользуются спросом, насколько они популярны. Это тоже форма беспомощности, потому что у себя я ничего делать не могу, я не повзрослел. Потому что если я буду взрослым, то мне нужно понимать, что нужно что-то делать. А у меня сейчас поход на площадь. Следующий момент – это форма беспомощности, насилия над другими. Это та агрессия, которую выражают люди. Ну, это психологическая агрессия, давление, да, такое. Я ж не говорю о физическом, тут все понятно. Но и мы, родители,
Вот сейчас обратите внимание на то, что и мы с вами тоже когда-то, хоть раз в жизни этим страдали. Это тогда, когда мы начинаем кричать на ребенка, не сдержавшись. Кто из вас когда-нибудь хоть раз кричал на своего ребенка? Ты опять уроки не сделал, да что это такое, да сколько можно? Ну, тут у нас еще могут всякие красивые слова появляться, да. Вот, и от чего мы кричим? От чего родители повышают голос? От чего мы друг на друга повышаем голос? От того, что мы беспомощны. Мы не знаем, что делать в этой ситуации. Есть еще полная пассивность, вот такая форма беспомощности, и она отличается от ничего не делания. Полная пассивность – это насилие над самим собой. Мы как бы бьем себе в морду интеллектом. Ну, то есть мы же все знаем, мы все знаем. Мы везде все прочитали, мы прочитали огромное количество книжек, мы посмотрели кучу вебинаров, но ничего не сделали. Зачем нам это было надо? Задайте себе вопрос. Если вы купили книжку какую-то там по делу, типа, ну, надо же куда-то расти, да, если вы оплатили вебинары, какое-то участие где-то, у вас должен быть результат? Должен. А у вас его нет. Почему? Потому что мы набрали себе кучу информации, а что с этой информацией делать, мы не знаем. И мы остаемся по-прежнему беспомощными. Где тут успех? Нет здесь успеха. Еще одна форма беспомощности – это грандиозомания. И этим мы тоже страдаем. Как мы можем быть успешными и привлечь деньги так, чтобы они за нами бегали, пока мы не просветленные, пока мы не пробудились? Нам же непременно нужно прийти туда куда-то. Это поиск какой-то идеи. То есть вот непременно, ну, сейчас мы пойдем все вот туда, куда все идут, в такое вот направление, такое течение, такая мода. Это те люди, которые следуют моде непременно. Вот нам сейчас это надо, вот прямо вот так вот, чтобы это было. Чтобы была и причесочка, и там глазки, и ушки, и носик, и все это нужно сделать, и это должно подходить так, как это у всех, как это во всем мире. Это следование, ну, такое вот прямо фанатичное следование чему-то. Какой-то, может быть, религии, какой-то направленности, какой-то идеи. И мы тоже этим немного грешны. Да, вот мне, например, сейчас тоже хочется туда. Ну, так, если честно. Немного пробудиться, немного просветлиться, немного еще что-то сделать. Ну, хочется. И на самом деле это вот такое, да, Людмила, это все вот от бессилия, все оттуда же, от беспомощности. Мы стараемся что-то делать, и на самом деле мы не двигаемся никуда. Это важно понять. Я надеюсь, что вы себе подписали что-то, вот что у вас присутствует, какие вот формы проявления вам мешают. Поставили себе там где-нибудь пунктик, там галочку в своей голове, что это действительно так, вы с этим согласны. Я прошу сейчас поставить цифру 7 тех,
кто отслеживает вот, и определяет, в каком состоянии сейчас вы находитесь, на каком уровне своего развития вы находитесь, что у вас есть. Вы там где-то себе помечаете. Поставьте цифру 7, вот кто себя анализирует. Угу. Хорошо. Я еще раз повторюсь, что на первом бинаре было и сейчас. Мне очень важно, чтобы каждый из вас понял, что мы не настолько счастливы, что мы себе придумали это счастье. Где мы находимся, на каком этапе, чтобы это вызвало у вас мотивацию, чтобы вы определили завтра, на завтрашнем бинаре, а чем же вы обладаете, а что у вас есть для того, чтобы подпрыгнуть, чтобы сделать какой-то шаг в жизни. Но вы поняли, да, чтобы его сделать, нужно понять, что его пора делать. И прям не просто пора, прямо вот очень пора. Еще вчера было. Речь вот об этом. Ну и, естественно, сегодня извечный вопрос, да? А что делать? А что нам делать? Так, что-то у меня тут еще какой-то слайдик. Вот, у нас еще я тут маленечко, да, как проявляется синдром приобретенной беспомощности. Вот очень важный такой моментик тоже. И он в литературе, я, правда, не могу понять, как вот он расшифровывается, да, но он читается там в аббревиатуре СПИБ. Очень похоже прямо вот на СПИД. Вот это такое состояние, которое просто нам конкретно мешает. Установки – это только я такой, один. Это только у меня куча кредитов. Это только у меня такие дети вот не очень успешные. Это только я такой неуверенный, я не могу двигаться никуда. Это только я вот в таком состоянии, в котором я сейчас нахожусь. Это только я. Следующий момент – это будет всегда установка. Когда мы что-то делаем, мы делаем сегодня, завтра, послезавтра, нам не помогло, мы говорим, да ничего не помогает. Да, так будет всегда. Всегда я буду что-то делать, рыться, копаться, искать, что-то находить, говорить, вау, я нашла, нашел. И не сделать тот шаг. И однажды мы себе говорим, да, так будет всегда. Это будет везде следующая установка. Во всех сферах моей жизни. Так плохо. И когда мы приобретаем вот это состояние беспомощности, то это страшно. Мы живем в нем, не осознаем, а мы просто всем ходим и жалуемся. Да, я такой. Да, все так плохо. И жалуемся, и по кругу жалуемся. И ничего не предпринимаем. Я не сделала один очень важный слайд. Слайд, в котором очень важно понять, что все, что мы потеряли, можно восстановить. Нужно помнить то, что всегда возможны. Мгновенные изменения. Всегда. Те самые чудеса, на которые мы иногда уповаем, но, к сожалению, не получаем. И еще
Никто не отнимет у нас того, что мы уже имеем. Никто не отнимет у нас нашу память, наш опыт, наше знание. И не будем брать какие-то кризисные ситуации, да, когда по голове палка и все так-то. То есть в обычном, нормальном нашем состоянии. Никто у нас этого не может отнять. У нас это есть. Никто не может отнять того, что мы получили огромное количество информации и можем ей пользоваться. И очень важно понять, что у нас есть ради кого жить. Ради себя. Только тогда, когда вы живете ради себя, вы получаете то, что желаете получить. Не тогда, когда вы думаете, что я буду делать это для того, чтобы что-то там обеспечить детям свободу, и буду сидеть с их ребенком. И мне нужно воспитывать непременно внука. И мне нужно быть с моими взрослыми детьми и не давать им возможности, простите, заниматься сексом, когда они хотят. Ездить отдыхать тогда, когда они хотят, со своим ребенком. Мы не даем им взрослеть, потому что мы все время их учим, поучаем, воспитываем. Зачем? И только тогда, когда мы помним, что мы живем ради себя, только тогда мы можем что-то изменить в своей жизни. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их. Людмила пишет вопрос, как изменить. Да? Я пропустила, когда он возник, и переспрашиваю, о чем этот вопрос, как? Как изменить? Мы будем говорить об этом завтра. Завтра будет безоплатный вебинар, еще один. Сейчас я вам покажу анонсик. Вы можете пока не расходиться, потому что после этого анонса сразу же будет у нас розыгрыш того подарка, о котором я говорила. Денежного подарка. И завтра у нас будет вот безоплатный вебинар. Это квантовое сознание и цели. И на этом вебинаре я вам расскажу, мы уже определили, где мы есть, в каком месте есть, как поставить эти цели, что нужно делать. Естественно, что вы это сделаете каждый сам для себя, исходя из той честности, которую вы проявили на прошлом вебинаре и сегодня. Вы поняли, где вы находитесь, и завтра мы с вами будем делать то, что поможет вам определить, куда вам двигаться, ваши ближайшие цели, ближайшие действия, которые вы можете совершить, выйдя из большого того момента проблем, в котором вы находитесь, да, вот всех тех нюансов, о которых мы говорили, в том, что создает ваше поражение. И с пятницы у нас начнется интенсив, это с 25 числа, ну, если все будет хорошо. Пока у нас вот еще сейчас такие хорошие дни для начала нашей деятельности, для закладки вот всех каких-то целей и задач у нас начнется интенсив. Называется он «Маршрут жизни», вы уже слышали это название, и этот интенсив только для тех, у кого есть какая-то реальная проблема. И для тех, кто желает сделать этот квантовый скачок в своей жизни. Ну, прям очень-очень-очень желает. В этот интенсив будет входить 6 вебинаров и 6 индивидуальных консультаций. То есть вебинары будут проходить каждую неделю. День недели мы определим все вместе, более удобный для вас. И после каждого вебинара будут индивидуальные консультации, в которых мы в обязательном порядке будем прорабатывать в месте, где вы находитесь и что вам делать. Почему я пришла к такому
варианту работы, потому что мы не можем дублицировать кого-то. Мы не можем делать так, как делает тренер. И те, кто был у меня на занятиях, на терапии, тот знает, что посоветовать ничего невозможно. Вы никогда не скажете моим голосом что-то там, да, своим коллегам, своему мужу. Вы никогда не скажете моим тоном. Вы вообще совершенно другие, индивидуальные. И исходя из этой индивидуальности, мы будем строить то, что приемлемо для вас, для вашей конкретной ситуации, строить цели, к которым вы желаете прийти, чтобы это было действительно скачком, чтобы это было действительно результативно, исходя из ваших условий, способностей и вашей мотивации. Стоимость участия вот этого интенсива, когда 6 плюс 6 равно 8. Вот такая вот сумма, которая парадоксальна, и которая сегодня я себе позволила вот так в внутренней свободе сказать 6 плюс 6 равно 8. Как у вас, я не знаю, у меня 8. И участие только в групповых вебинарах стоит 3000 рублей. У меня есть специальное предложение для тех, кто сегодня произведет оплату. Ну, интенсив у нас уже практически заканчивается, но сегодня, в течение дня, я предлагаю подарок. Это индивидуальная консультация по разрешению ситуации, не касающаяся темы интенсива. То есть это, возможно, какая-то любая ситуация, которая у вас есть, которая вас беспокоит, которая у вас возникла. Мои консультации, они всегда имеют результат, потому что они являются психотерапевтичными консультациями. Это не просто пережевывание какой-то вашей ситуации, это результативная работа. Поэтому прямо сейчас вы можете выбрать для себя какое-то участие, и вот мой номер карты здесь внизу, перевести ту сумму денег, которую вы желаете оплатить для своего участия. И пока вы остаетесь с этой информацией, мы приступаем к самому приятному такому моменту, который поможет вам сегодня почувствовать, насколько вы удачливы. Кто из вас сегодня сделает тот квантовый переход от своей неудачи к удаче? У нас здесь 17 человек в чате осталось, и я предлагаю поступить следующим образом. Мы складываем вот эту цифры 1 и 7. У нас получается число 8. И под числом 8 сейчас мы спросим у того, кто находится под номером 8 у нас из участников, дату рождения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Майя. Я себя не считаю. Майя, напишите, пожалуйста, в чате дату своего рождения. Я жду. Ага. 19 число. У нас нет 19 участников, поэтому мы еще раз складываем эту цифру и находим участников под номером 10. Себя я исключаю. Считаем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наталья Мирошниченко. Напишите здесь в чате, что вы есть, и я сразу вам перечисляю денежный подарок в размере 500 рублей. Прямо сейчас. Да, Наташа у нас здесь. Давайте все какими-нибудь там восклицательными знаками поздравим Наталью вот с таким подарком. Наташ, я тебе желаю, чтобы у тебя состоялось все в твоем бизнесе, чтобы у тебя было огромное количество партнеров. И эта удача, это вот такой замечательный шаг. Я хочу сказать, что я приношу удачу, когда я с кем-то общаюсь, разговариваю. И у меня есть подруга, когда у нее мало клиентов, я ей звоню, у нее всегда они приходят. Поздравляем тебя от души.
Желаем успехов, удачи. И прямо вот в течение сейчас 10 минут после нашего интенсива я перевожу тебе подарок. Ну и так, кто из вас решил... Да, здорово. Кто из вас решил участвовать в интенсиве? Я жду каких-либо сообщений в чате. Я жду, если вы согласились, то готовы перевести вот эти деньги уже прямо сегодня. Можете их перевести. Если кто-то думает, раздумывает, вы можете написать мне в чате, в скайпе. Скайп мой... Сейчас я вам обозначу его. Это буква L английская и номер телефона 8 924 628 44 47. Это для тех, у кого нет моего скайпа. Вот, это скайп с буквочкой L. Присоединяйтесь. И если вы желаете что-то там, у вас есть какие-то вопросы, можете написать мне по электронной почте, ответив на то письмо, которое из рассылки, которое вы получаете. Ну, а сегодня мы с вами заканчиваем. Я желаю вам хорошего вечера или кому-то уже спокойной ночи. И мы прощаемся. Я благодарю вас за участие, благодарю, что прямо сегодня у нас были те, кто прорвались, в конце концов, были те, кто еще не прорвался. Но думаю, что завтра все получится. До свидания, до встречи.